Я его стропонила. Чё? Мои фотографии интимного характера начали продаваться. Очередной раз был под наркотой, и могли меня посадить на цепь, чтобы каждый военный приходил, меня дрюкал во все щели, и они за это деньги бы получали. Я написала заявление. В полицию? Да. Они меня связали, отстригли мне волосы, украли деньги, телефон. Всем привет! Сегодня с нами Реал Виля, Эке Виолетта. Здорово, ребята. Поздоровайся! Здорово, ребята. Итак, она сегодня нам расскажет очень много интересной информации, мы зададим ей много вопросов, и будет очень интересно. Погнали! Так, мы зададим ей первый вопрос. Давно ли ты живешь в Краснодаре? Нравится тебе этот город? Что С самого скажешь? рождения. Конечно, нравится. Ты была в Москве? Да. И Краснодар лучше Москвы, по твоему мнению? А в Москве, ну там очень много людей, там, то есть непроходимость, там очень Ну много населения. А здесь как-то все поспокойнее. Ну, свой родной, как деревушка, да, такая родная? у нас тут. Конечно. Ну да, я тоже очень люблю Краснодар. Вот. Каждый человек любит свой родной город. Какие у тебя цели в развитии контента, что ты хочешь, в какой области развиваться, что делать дальше в своей сфере? Больше всего мне нравится музыка. Это мое пристрастие было как-то с 12 лет. Еще хотела стать певицей, и сейчас стремлюсь к этому. Нифига, круто, надеюсь, у тебя все получится. Спасибо. Сегодня поступила информация, что у тебя был конфликт с админом краснодарской группы в ТГК «Курицы Краснодара» и многое другое. Можешь поподробнее рассказать, что случилось вообще, что произошло? Смотри, на протяжении года меня админ выкладывает уже второй раз. И то есть первый раз, когда я попала в эту группу, мои фотографии интимного характера начали продаваться между собой. Офигеть. Вот. И сейчас второй раз я снова туда попала, и продолжается то же самое. Они штампуют ту же самую информацию, то есть они ничего нового вообще не могут предоставить. И как ты решать будешь этот вопрос с ними? Придумала уже что-то? Я уже решила, я написала заявление. В полицию? Да. Ты нашла все данные, то есть на админа туда-сюда, и решила написать заявление в полицию? Я скинула ссылку на группу, я написала номер, фамилию, имя, отчество человека и, конечно же, его никнейм. Нифига, ну я надеюсь, это все разрешится как-то нормально, все будет классно, и, так сказать, злодеи получат по заслугам. Да, конечно. Так, все Это вот. нельзя оставлять безнаказанно. Итак, следующий вопрос. Какой район в Краснодаре тебе нравится больше всего, вот реально самый лучший для жизни, по твоему мнению? Наверное, если для жизни, это либо Любимого, где я живу. Не знаю, мне просто очень нравится этот район. То есть там вся инфраструктура, там идешь, и там фонтанчики. Ну да, реально красиво. Там очень красиво. Если еще какие-нибудь рассматривать, блядь, я не знаю, какие. Ну да, в принципе, я тоже. Сейчас ты вопрос, конечно, задал. Что ты планируешь делать вот в будущем? Ты хочешь стать как Хоффманита, или даже превзойти ее, или фитануть с ней? Что вот у тебя вот мысли в голове вот в дальнейшем, так сказать? Я думаю, что я стану лучше. Я тоже так думаю. У тебя все получится, реально. Спасибо. Итак, мы переместились на очень красивую локацию. На этой локации я задам вопрос, который интересует очень многих подписчиков. Виолетта, есть ли у тебя парень? Нет. Нет, а почему? А можно сказать хуйню? Да, можно. Да одни долбоёбы вокруг. Я, кстати, согласен, но я не гей. Так вот, а сколько у тебя в принципе было парней? И кто из них самый конченый? Ох, самый конченый. Парней было где-то штук 5 за всю жизнь. Но самый конченый, конечно же, это Юра Гутенко. Юра Гутенко, офигеть. Что ты вообще, в принципе, можешь о нем рассказать? Вроде ж нормальный парень, в армии служит. Жесткий торчок. Наркоман. Офигеть, реально? Изменщик и любит тусить с милфами. С милфами? Да. Ну, чё он за тип, офигеть. Я этого не знал. А что-то жесткого с ним происходило? Почему ты считаешь его плохим человеком? Вот. Ну, расскажи вот поподробнее, реально очень интересно. Вот первый раз слышу, это эксклюзив просто. Ну, я его стропонила. Чё? Да ты рофлишь. Или че? Да. Нет, серьезно. Я вообще сначала в шутку ему сказала, то, чтобы он подготовился там себе. Но он реально это сделал, и пришлось сделать с ним все грязные делишки. То есть он реально был на это согласен?
Ну да, он в очередной раз был под наркотой, ему было вообще все равно. Это ужасно. Ну, да я даже не знаю, что сказать. Какой размер у делдака был там, или что спрашивать в таких ситуациях, я не знаю, вот. Ну, небольшой где-то вот такой. Офигеть. Офигеть, что это? Итак, мы зададим ей один из жестких вопросов, на который мы надеемся, что она сможет ответить. Мы слышали ситуацию, что ты попала в большую беду, вроде в Донецке. Можешь рассказать поподробнее, пожалуйста, что случилось вообще, как это было? Меня там очень сильно подставили. Люди были засланы, то есть исполнять задачу для меня. Прям именно четкая подстава, четкая наводка была на меня. Это делал мой якобы бывший молодой человек. То есть я потеряла голову, влюбилась, как все девочки. Вот, а этот человек просто исполнял свою задачу, чтобы меня влюбить в себя, и я ради него ездила, чтобы туда, в Донецк. И последний раз, когда я туда поехала, ко мне просто ворвались двое военных, они меня связали. Украинских? Я не знаю, потому что они были в масках, я не знаю эту информацию. Вот, они меня связали, отстригли мне волосы, украли деньги, телефон. Какой у тебя телефон был? 14 Pro. Офигеть. Просто тебя грабанули вояки. Жестко, да. То есть развели и грабанули? Да. То есть и заманили еще в Донецк, что там было Заманили, безнаказанно, да, что там безнаказанно это Да, все да, будет. да, заманил именно тот человек, которого я очень сильно любила. Офигеть. А что в итоге? Ты просто... А как ты сбежала вообще, свалила оттуда? Как это Ой, вообще это произошло? вообще... Я просто оказалась, честно сказать, очень смышленная. Вот, я закинтилась с ментом. И В Донецке? Да, и сказала, чтобы он мне отдал паспорт, потому что, когда я там сидела А где тебя некоторое держали? время, ну, меня не держали, то есть меня просто, когда вызывали в отдел, меня туда очень-очень долго не выпускали. То есть они могли утром туда, чтобы я приехала Мгм. утром, и вечером, допустим, меня отпустить. То есть не выпускали вообще. Типа То есть специально это делали, издевались просто. я думаю, так что да. И мне Офигеть. просто очень повезло, что один из них оказался, ну, нормальный такой чувачок. Вот, и я ему сказала, бля, братан, ну, по-братски, говорю, хочу домой, ты же видишь, что, короче, со мной произошло. Вот, и он такой, ладно, малая, все, давай. Типа он тебе отдал паспорт, и ты свалила домой обратно вот сюда, к нам, в Краснодар. Да. Офигеть. Ты когда там находилась, и это нереальный шок, который ты пережила? Это просто... Или что? Как ты это Это восприняла не то, что на психологическом уровне? Вот как ты это все восприняла? Это не то, что нереальный шок, это просто полный пиздец, Офигеть. честно. Я думала, то, что я никогда оттуда не выберусь, у меня уже такие мысли были, что все, я там навсегда останусь, но мне просто очень-очень повезло. Ты думал, что ты попала в рабство, типа? Я попала в секту там, В секту? в секту. А к чему они поклонялись или что? В чем был смысл их секты? Они хотели меня завербовать и на мне бабки делать. А, что ты работала типа как на них, на сектантов? Да. Офигеть. Следите. Не, ну это реально полный трэш, я в шоке. А что, они типа, они дьяволу поклонялись или чему? Или это вот реально, ну если они сектанты? Но они просто хотели меня, знаешь как, вот если откровенно говорить, они хотели меня посадить на цепь, чтобы каждый военный приходил, меня дрюкал во все щели, и они за это деньги бы получали. Это же бандитский город. Офигеть. Я просто в шоке от услышанного, я реально. Офигеть, ну реально, ты молодец, что ты сбежала. Наверное, да. Это просто жестко. Да. Реально, ты молодец. Что свалила оттуда, реально. Горжусь тобой. Спасибо. Охереть. Итак, если вы хотели уйти, не уходите, потому что мы проведем в ее телеграм-канале розыгрыш чего-то необычного, до чего вы не додумаетесь. Итак, Виолетта, расскажи, что ты будешь разыгрывать в своем канале? Свои трусики? Использованные Конечно. и мокрые. Подписывайтесь и участвуйте в розыгрыше. И знаешь, Бля, это охуенно. во, Ну можно типа, как там, Виолетта, или Виолетта, Ребят, минуту. Ром, держи чуть ближе к ней микрофон. Да, чтобы нормально оба разговаривали. Все, поехали.
Ребят, давайте посерьезнее, блядь. На камеру держу, чтобы не шатал. Надо не считаться, нормально. Еще раз, Итак, мы зададим... Блядь, Вася, уже 2 минуты хуйни какой-то, соберитесь.